конечно, удобнее. И вы не поверите, это шкаф. Всем привет! Иногда бывают ситуации, когда вы заходите в комнату, а там нету шкафа. И что же делать в такой ситуации? Первое. Можно купить шкаф. Второе. Можно самому сделать этот шкаф. Но это трудоемкие операции, которые я не хотел бы делать. Тем более иногда вам шкаф буквально нужен на какое-то короткое время. И желательно, чтобы потом его можно было собрать и куда-нибудь убрать в то место, где он не будет мешать. Всякие ситуации бывают. Возможно, вы в этой квартире живете недолго, вернее, ненадолго задержитесь. Другой вариант, вы что-то другое придумаете, вы этот шкаф все-таки решите убрать. Можно, конечно, на это все дело забить, но куда-то нужно девать вещи. Летом их может быть столько, а может быть и столько. И вы не поверите, это шкаф. По крайней мере, когда продавали, мне обещали, что это будет шкафом. Купил я его буквально за $22. На мой взгляд, недорого для шкафа размером 130 на 45 на 175. А 175, я вам скажу, это вот так. Кстати, они бывают, как вы видите, в 9 цветах, но продавец сказал, что цвет придет наугад. Я говорю, ну ладно, фиг с ним. Я уже не стал говорить, если цвет не понравится, забирать не буду. Ну да ладно. Пришел какой-то коричневый, это мне все дело подходит. Принцип шкафа, как вы видите, довольно-таки простой. Он состоит из одинаковых трубочек, соединителей, немножко ткани. Все это сверху обтягивается еще небольшим количеством ткани. Надеюсь, это все дело можно собрать минут за 20 и дальше спокойно пользоваться. Мой совет, не поленитесь, купите хотя бы десяток вот таких недорогих тремпелей. Они стоят уже сущие копейки, вот, потому что они вам в этом шкафу пригодятся. Вы скажете, да ну нафиг, шкаф, который влезает в такой маленький коробок. Вот весь шкаф, который мы сейчас начнем собирать. И я надеюсь, довольно быстро соберем. А деталей буквально вот накакал. Ткань. Трубочек много. Соединители. И я надеюсь, они здесь все. Практически все трубочки одинаковые. Почему-то 2 трубочки лежало отдельно. И еще вот 4 таких крючка. Скорее всего, это сделано для того, чтобы крепились здесь как-то тремпеля. Я думаю, может быть просто запасные, может лишние. А вот такого цвета я хотел заказать шкаф, но хотя бы полочки будут серые. А шкаф, ну вот такой вот коричневый цвет, в принципе, нормально для $22 изделия пойдет. Вот это весит, наверное, грамм, может 50, то есть я так подозреваю, весь шкаф, ну вернее, что тут подозревать, будет весить полкилограмма, ну может быть килограмм, надо будет взвесить. Принцип полок очень простой. Ткань одеваете на трубочки, собственно, вот такие полочки и получаются. Вот такое будет основание у шкафа, не такой уж он и маленький получится, на мой взгляд. Но когда вы уже практически собрали низ, вы залазите в кулек с деталями и понимаете, что это не ножка, а вот это ножка. А это максимум вы собрали верх шкафа, с которого нужно будет снять ткань. И буквально через 5-10 минут сборки вы чувствуете себя настоящим мебельщиком со стажем и начинаете все это дело собирать быстро, просто, и накосячить здесь практически невозможно. Ну, я смог, вот, я думаю, и вы сможете. Поэтому продолжаем сборку. Потихоньку шкаф начинает вырастать. Как и в начале, вы его сможете поднять буквально 2 пальцами. Единственное, что стоит помнить, когда собираете все элементы длинными частями вниз. И еще небольшой нюанс. Вот таких вот элементов, которые всего лишь в 3 стороны имеют выходы, положено в комплект 8 штук. И они применяются только на боковых гранях. А по высоте вы уже видите, что он нифига не низкий. Вот верхняя часть его, она еще немножечко поднимется. И фактически, как указано, 170 с чем-то там сантиметров
он должен быть, он таким и будет, практически с человеческий рост. Я еще посмотрю, как здесь будут располагаться тремпеля, а так пока мне все это дело нравится. Нифига не весит и довольно-таки крепкий. А так как верх я собрал даже раньше, чем низ, то осталось его только сверху поставить, зафиксировать. И не забывайте, здесь еще должны быть вот такие штанги, для того, чтобы мы могли повесить сюда тремпеля. Фиксируем, а натягивать на барабан кожу будем уже с утра. Как вы видели, я его обошел пару раз. Это для того, чтобы вот все стыки, вот так вот их надо поджать, потом вот так вот. До какого состояния, ну, вам будет понятно. Оно упирается и дальше не идет. Но обязательно после того, как собрали, все это вот так вот обойти, поприжимать. Тогда оно будет, во-первых, нормально держаться, во-вторых, все будет ровно. Стоит надежно, не шатается. После того, как мы натянем на него ткань, он еще будет крепче. И, в общем-то, никаких проблем с тем, чтобы повесить сюда одежду, я не вижу. Но тремпеля, естественно, должны быть вот такие вот крутящиеся, для того, чтобы одежда без проблем под любым углом сюда ходила. Оказывается, последний этап сборки, натягивание ткани, вообще не занимает времени. Возможно, ее нужно будет внизу сейчас подвязать, а так я вот просто как пальто сверху одел. Собственно, и все. Теперь вы можете спокойно складывать футболки. Хотя складывать, конечно, удобнее вот таким образом. Скрученные футболки, шорты и прочее намного занимает меньше места. И в данный шкаф их можно вместить, да я не знаю, 100, наверное. То есть все, что у вас есть, в принципе, вы сюда сможете вместить. Единственное, есть ограничение по весу, там что-то около 20 килограмм. Поэтому немножко придется себя ограничивать, а так... Вот такой шкаф собирается где-то за час-полтора. Ну, если не отвлекаться на съемки, я думаю, в час точно уложитесь. Цвета у данного шкафа бывают разные. Ну, такой светло-коричневый, в общем-то, пойдет. Он практически под все подходит. Самое интересное, шкаф стоит довольно надежно. Он практически пустой, к стене он не прислонен. И, в общем-то, функции свои выполняет. Поэтому, если вам нужен небольшой шкаф, который вместится в вот такую коробку, а можно сюда еще и тремпеля вместить, то смело берите, номер 88130, размер нормальный, пользоваться можно, рекомендую.